Здравствуйте! Думаю, большинство из вас знает, по какой причине появился новый Hi-Fi плеер FiiO M11 плюс ESS. А именно невозможность использовать ЦАП АК, который устанавливался в предыдущей версии этого плеера. Для того, чтобы понять, насколько они отличаются между собой, зайдем на сайт Netbox и сравним оба эти устройства лоб в лоб. И как вы можете увидеть по своим характеристикам, устройства абсолютно и полностью идентичны, и при этом их различие заключается только в весе, и при этом незначительно. Поэтому в основе этого плеера, как устройство на Android, является процессор Snapdragon 660, используется 4 гигабайта оперативной памяти, а также 64 гигабайта постоянной памяти. При этом у нас есть хороший добротный экран 5,5 дюймов с разрешением HD, и при этом все равно не замечаешь в каких-то пикселей, зернистости, либо же еще чего-то. То есть экран достаточно хорошей плотностью пикселей, и смотреть на него, работать с ним приятно. При этом хороший контраст, хорошая яркость, хорошая цветопередача, то есть не создается какого-то впечатления о том, что Hi-Fi плеер бюджетный, либо же как-то сэкономили здесь на экране. Хотя все равно остается вопрос о том, почему же нельзя было использовать Full HD матрицу. Тем более, что 2022 год, не бюджетное устройство, но да ладно. Из таких особенностей данной модели и частично различий с предыдущей моделью, это регулировка громкости. У нас есть две клавиши, и они же являются сенсорной панелью. И при этом, когда берешь плеер в руку, то есть что-то с ним делаешь, как-то немножечко крутишь из стороны в сторону, постоянная громкость сама по себе регулируется, как-то меняется, это неудобно, и при этом даже если вы захотите ей пользоваться, не знаю, вам все равно, что сенсорная панель работает сама по себе фактически, то также есть проблемы, потому что в крайне неравномерные переключение и регулировка самой громкости, и лучше сразу же ее отключить и не пользоваться, все, это будет значительно проще. И при этом сделана такая вставка под карбон в этой панели, это смотрится действительно эффектно, красиво, интересно, мне нравится. По поводу музыкальной составляющей, естественно, есть изменения в виде ЦАПа, теперь используется сдвоенный ES9068, достаточно современные, и при этом усилители остались те же, что и использовались в предыдущей версии. По поводу работы с самим устройством, насколько оно быстрое, насколько приятная, ситуация на самом деле такая немножко двусторонняя, потому что с одной стороны плеер работает достаточно быстро, в нем нет каких-то глюков, нет подвисаний, он работает стабильно. Но при этом Snapdragon 660 это уже достаточно старенький, хотел бы сказать, ЦАП процессор. Хотелось бы чего-то более современного, хотя бы для того, чтобы был у Hi-Fi плеера хотя бы какой-то запас. И второе, как такой для меня все-таки минус, это встроенное приложение FiiO Music. С одной стороны, оно работает, звук как-то не искажает, не создает проблем. Но по сравнению с тем же Hi-Bi Music, особенно по сравнению с Hi-Fi плеером, с приложением плеером от iBus, это все как-то не совсем удобно, не совсем интуитивно. Хотя, опять же, FiiO обновляет в само приложение, это уже третья версия, которая вроде как должна быть модернизирована, должна быть лучше, но не знаю, все равно как-то не лежит к ней душа, но понимаю, что это очень субъективно, и кому-то эта оболочка понравится. И, наверное, стоит перейти к звучанию, насколько он изменился, насколько повлияла смена ЦАПа. И правильнее было бы, конечно, сравнивать оба в M11 лоб в лоб, то есть один на АК, второй на ES, но, к сожалению, такой возможности не было. Есть воспоминания, есть впечатление потом по тому, какая подача у предыдущего M11, что, в общем-то, очень сильно схоже. И единственное, что не смогу сравнить полноценно, насколько же они лучше с точки зрения какой-то аналитики в проработке каких-то деталей, нюансов и так далее.
Если говорить про подачу Hi-Fi плеера в целом, то она сохранилась по сравнению с M11. Естественно, это относительная нейтральность. Звучит плеер очень приятно, настроили его все-таки грамотно. И что очень нравится, присутствует некоторая небольшая надбавочность веса на и низких частотах, и на высоких частотах. То есть, если сравнивать с тем же iBus DX240, который такой чисто вот техничный, очень правильный, околомониторный Hi-Fi плеер, понимаешь, что здесь все эти надбавки немножечко присутствуют в M11. В большинстве случаев это играет все-таки на пользу, потому что добавляет не то чтобы псевдодетальности, но некоторой такой музыкальности, немножечко меньше восприимчив плеер к наушникам, с которыми он играет, к качеству записи и так далее. Хотя, опять же, это уже тот тип устройства, где все-таки стоит поискать флаг, стоит поискать запись, которая изначально была сделана лучше, которая при записи более профессиональная, если можно так выразиться. При этом, если сравнивать с тем же iBus DX240, то по сцене, в общем, по ее какой-то ширине, по количественным таким параметрам, безусловно, M11 мне понравился больше, лучше по непосредственно в разделению инструментов, по проработке глубины DX240 определенно поинтересней. По тем же панчам, по атакам, да, опять-таки DX240 он техничней, он отрабатывает их лучше, но те же панчи звучат значительно интереснее в M11, потому что больше веса, более такой реалистичный и энергичный получается удар. Поэтому кто из них лучше в полной мере, если так уже сравнивать с 240 и M11, и M11 сказать сложно, потому что все-таки они различаются, немножечко для разной музыки предназначены, и с разными наушниками можно будет достичь разных результатов. Слушал данный плеер я с наушниками FiiO FH9 и также с Grade PS500E. Причем PS500E, казалось бы, такие наушники уже достаточно высокого уровня, высокого класса, что-то ближе к такому условному хай-энду, но понимаю, что с теми же FiiO FH9 было значительно проще различить саму подачу, какие-то тонкости, нюансы звучания Hi-Fi плееров. Поэтому не скажу, что PS500 это какие-то плохие наушники, но я не думал, что настолько будет большое различие между аналитикой внутриканальных и полноразмерных наушников одной и той же стоимости. Все-таки EM в этом плане значительно интереснее, значительно более информативный. Опять же, я понимаю прекрасно, что та же сцена, тоже позиционирование лучше будет в полноразмерных наушниках, но это уже немножечко другая история. Поэтому в случае с M11 его постарались сделать немножечко лучше своего предшественника, постарались сделать в визуальном аспекте немного лучше, хотя опять-таки не убрали сенсорную панель, для меня это абсолютно непонятный такой момент. По управлению в плане самих клавиш, не знаю, это все не совсем удобно, потому что клавиши утоплены, и они не настолько интуитивно понятны, когда вы не смотрите на них. То есть, если вы хотите его переключать вслепую где-нибудь через куртку, либо же через ваши брюки, джинсы, то это будет не очень удобно. То есть, те же Hi-Fi плееры от Hybe значительно интереснее в этом плане, потому что у них в клавиши значительно лучше выделяются тактильно. По поводу разъемов здесь, в общем-то, все абсолютно классически. У нас есть выход 3,5 мм многофункциональный, и как непосредственно выход на наушники, линейный выход, также как коаксиальный. Есть балансные 2,5 и 4,4 мм, ну и, естественно, разъем USB Type-C. Поэтому по факту мы имеем практически тот же плеер, что и FiiO M11 на AKAS, очень схожей подачей, с очень схожим качеством звучания, но как немножечко доработанный, вынужденная такая мера для того, чтобы их можно было производить дальше. Поэтому
в общем-то, впечатление от Hi-Fi плеера хороший, определенно интересный аппарат. Понравится ли он вам, я сказать не могу, потому что будет очень много зависеть от того, какие у вас наушники, какие у вас предпочтения и все-таки что вы ожидаете от Hi-Fi плеера. Повторюсь, это не абсолютный сухарь, это не сверх какой-то мониторный источник, но и одновременно с тем назвать его прям ярким, как те же большинство Hi-Fi, большинство Shanlin тоже не получится. То есть здесь приукрашения, они очень аккуратные и сделаны не за счет добавления чего-то количественно, а за счет добавления веса, что более интересное, более такое правильное решение, и мне оно нравится. Поэтому на этом свое видео впечатление буду завершать. Если вас заинтересовал данный Hi-Fi плеер, то по ссылке в описании вы сможете его найти. Также заходите на наш сайт, где вы сможете сравнить разные Hi-Fi плееры и выбрать что-то определенное для себя. И на этом, в общем-то, все. Большое вам спасибо за просмотр, счастья, здоровья и до скорых встреч.